Сегодня я приехал в Йорк, в одну из самых технологичных школ Великобритании. Йорк – это северная столица Англии, небольшой городок, но очень интересный. Тоже сегодня кое-что посмотрим здесь. Я уже заехал на территорию школы. Меня привезла такси с вокзала в Йорке. А из Йорка сюда ехать 20 минут. 20 минут, то есть все очень близко. И смотрите, сразу же у вас идет вот такой drop-off. Показано, видите? Такая типа на территории школы вот это ворота. И здесь такой типа ресепшн небольшой. И вот это вот что-то типа как закрытой остановки, что ли. Drop-off point. То есть это место, где высаживают всех. И дальше уже территория. Давайте зайдем, посмотрим внутрь, что там у нас. Просто посмотрите на дизайн этой игровой зоны. Я просто офигеваю. Здесь пул, здесь настольный футбол, здесь теннис. Дальше комнаты задизайнированы так, что сюда притащили всякие разные манекены со всякими спортсменами. Супермен, мотоцикл, пожалуйста, там диваны для просмотра кино. Здесь есть у вас столы, где вы можете играть в шахматы, настольный хоккей. Блин, но статуи с известными героями кино, это тоже просто бомба. И целая стена, как в библиотеке, с разными фильмами. И трон, пожалуйста. Смотрите, наглядный пример. Вот эта школа Кви, она получила награду за лучшую еду в Великобритании для детей. Ну, то, что здесь столовая как бы впечатляет, да, мягко говоря, мы уже с вами видим. Вот мы пришли, сейчас тоже многие дети, они находятся на выходных. Мы пришли, еще никого нет, но уже для детей готовы закуски, лежат, значит, овсяное печенье с изюмом, с какими-то сухофруктами, бананы, дальше яблоки, груши, апельсины. Это только как закуски, это здесь есть всегда. Вообще у детей есть целое разнообразное меню и еды такое количество, что, не знаю, только пожелать можно. Ребята, вот это вообще я не видел нигде, посетив 300 учебных заведений по всему миру. Это, блин, Бамблби, вы представляете? И его сюда привезли из Таиланда. Его высота с трехэтажный дом. Его привезли из Таиланда по кускам, по частям. Если вы думаете, что это все, нет. Ну вот Мини Купер это не имитация под Мини Купер. Это настоящий старый Мини Купер, который разобрали и сделали из него что? Конечно же диван. Что же еще можно сделать из Мини Купера? Смотрите, Мини Купер явно не приспособлен для таких людей, как я, или может это специально. Он так задизайнирован здесь. Сел на диванчик, то у меня голова не помещается сюда внутрь, смотрите. То есть, если вы вдруг планируете покупать Мини Купер, не, ну конечно, здесь все переделано, на самом деле, наверное, вы в него влезете. И еще одна зона отдыха, еще пул, еще диван, я не знаю, где может лечь человек, наверное, 20. Такая большая кровать,
5 на 5 метров. Ну почему бы и нет? Вдруг вам не хватило еды в основной столовой, где наш Бамблби любимый стоит, у вас еще есть отдельно дома, кухни, где вы можете сами приготовить себе еду и устроить, конечно же, вечеринку на диване на 20 человек, а потом на кровати на 20 человек. Здесь же, конечно, стоят и гитары, есть и пианино, и телевизоры, и все, что вы хотите. Сайклинга, и как мне сказали, что здесь у них тренер у ребят, он ежегодно еще устраивает рождественские покатушки, когда здесь все в нарядах в рождественских катятся под Jingle Bells, Jingle Bells. Прикольно. Вот это тоже обязательно, это серьезная штука на самом деле. Обязательно нужно показать. Это комната для реабилитации спортсменов. Здесь много видов спорта делается на профессиональном уровне. К примеру, футбол. Здесь несколько ребят получили полную стипендию на то, чтобы играть за университеты в Америке. И что такое полная стипендия в американском университете? Университет может стоить и 50 тысяч долларов ежегодно, то есть за 4 года обучения студент может потратить около 200 тысяч долларов в Америке, да, и это все покрывается за счет стипендий, то есть вы сами можете представить. Я встречался с русским парнем в Америке, который учится в университете Sacred Heart. Кстати, университет можете посмотреть тоже на канале Sacred Heart, и он получил стипендию 95%. За то, что он играл в хоккей. И школа QE, она имеет партнерские отношения с университетом Лидса. И сюда приезжают студенты, которые делают докторантуру университета Лидс. И они здесь работают с школьниками, которые учатся здесь в QE. Для профессионалов есть крио-спа такая. Кто знает, что это такое, тот понимает, что это серьезная вещь. Здесь у нас паровая сауна. И здесь у нас немножечко, кстати, разогрелась. И здесь у нас сауна финская. Настолько люблю внимание к деталям. И вот смотрите, я зашел, меня посадили в комнату, предложили кофе, небольшая комнатка, я не знаю, сколько их здесь, это для гостей. И сразу же, на случай дождя у вас стоят зонтики, видите, есть мягенькие игрушечки, стоят вот такие вот мишки везде, книжки о колледже Квин-Этелбурга. Блин, классная мебель такая, очень приятная, все. Прям бомба. Не знаю, для чего это. Хорошая мебель, все качественное, классное. И вот кружка Квин-Этелбурга. На кружке сразу же есть герб школы. Это ж круто. Круто, когда у твоей школы есть логотип, герб. И в Англии вообще эта тема популярная. Вот у нас школы всегда это номера. Да? То есть там номер 1900, гимназия 22. Когда у школы просто номер, это как-то не дает ей какой-то уникальности. А когда, у твоей школы есть лого, герб, еще своя символика какая-то есть, талисман свой есть, там, мишка, тигр, кто угодно. Это же круто для детей, правильно? Свои майки, своя спортивная одежда, бомба. Я вот тоже хотел бы, чтобы у меня в школе, в гимназии в 22-й, которую я заканчивал, чтобы был символ свой какой-то. Мишка, чтобы был символом. Или волк, чтобы был символом. Круто это было бы. Или чтобы герб у нас свой был. Свои футболки были. Это было бы очень круто. Но у нас такого, к сожалению, нет. А сейчас, если у вас есть маленькие дети, тоже хочу вам показать вот детали, внимание к деталям. Вот это вот пруд небольшой на улице, возле детского сада.
у них это называется подготовительная школа, возле детского сада. Полностью оборудованный прудик, где дети кормят маленькую рыбку, потом могут рыбачить здесь. И все такое небольшое, естественно, сделанное для детей. А вот это иглу. Большое внимание здесь уделяется обучению на улице, не только в классах. Вот это иглу, где также проходят уроки. Еще одна зона, где дети занимаются пением на улице. В полу могут сидеть на лавочках, и здесь, в этом помещении, в этом кругу они поют, приносят сюда инструменты, играют.